Украина должна развивать свой потенциал зеленой энергетики, сообщают нам. Присоединение украинской энергосистемы к европейской открыло для Украины много возможностей. Возможностей для строительства в сфере возобновляемых источников энергии. Об этом нам сообщил генеральный директор компании ДТЭК. Кому дают возможности строительства возобновляемых источников и что получит от этого Украина? Давайте я попробую на пальцах объяснить историю проникновения термина «зеленая энергетика» в нашу страну. 2 десятилетия подряд все бойкие, быстрые, шустрые люди, окружив себя экологами, науковцами различными, говорят о том, что мир погибает от выбросов, и спасать его будет только альтернативная энергетика, которую нужно немедленно развивать, и это очень правильно и так далее и тому подобное. Я не буду спорить с тем, что альтернативная энергетика, если правильно все использовать, является где-то компенсаторным фактором в случае, если какая-то проблема есть с другой энергетикой. Но под этот шум борьбы за экологию решили, что так как альтернативную энергетику, зеленую ее назвали энергетику, нужно развивать, а она дорогая, конструкции дорогие, то было бы неплохо, чтобы это развитие спонсировалось. И во всем мире все те дельцы, как правило, они оказываются очень близкими к правительствам, которые занимаются установкой ветряков, разработкой батарей, в основном это о ветряках речь идет. Они получают дотации из бюджетов тех стран, в которых они находятся или строят эти объекты. В Украине произошло то же самое. То есть под шум и под рассказ о том, что это очень полезно для экологии украинской, надо развивать зеленую энергетику, Украина взяла на себя обязательство платить за каждый выработанный киловатт электроэнергии, выработанный ветряком, где-то в 5-6 раз больше, чем он стоит для украинского энергоатома. Чем выработанный киловатт в украинском энергоатоме. Понимаете, о чем речь? Это просто выгодный бизнес, процветание которого и доходность которого зависит и связано напрямую с бюджетными деньгами. То есть вы проинвестировали, поставили ветряки, они вырабатывают электроэнергию. Эту электроэнергию у вас покупает Укрэнергорынок. Укрэнергорынок вам платит по установленной цене в 5-6 раз больше. Я сейчас цифру не назову точно. Но было это 5-6 гривен за киловатт, тогда, когда гривну стоил киловатт, выработанный на атомной станции. То есть вы, в общем-то, в шоколаде, вы возмещаете свои инвестиции очень быстро. А как только вам не дают деньги по тем или иным причинам, ваши экологи, народные экологи поднимают вой. Они начинают выть. Ой-ой-ой, не выполняются обязательства по зеленой энергетике. Что мы будем теперь делать? Ой, жопа, скоро жопа. И так далее и тому подобное. Не верите мне? Откройте сейчас РБК Украина, откройте, я обязательно читаю нашу прессу, откройте Корреспондент, и вы, может не сегодня, но на неделе на этой точно увидите слова какого-нибудь депутата народного или эксперта, который будет завывать о том, что ой, не погасили задолженность перед зеленой энергетикой, это так плохо, это скоро все рухнет, сюда не придут инвестиции, не придет солнечный свет, отсюда удалится кислород и кончится водичка. То есть несут все, что можно, какую угодно околесицу, лишь бы деньги заплатили. Вот и вся зеленая энергетика. Да, ее надо развивать, но не за счет мой или ваш, а мы с вами платим. По итогу мы с вами, конечные потребители, мы с вами платим в 5-6 раз дороже. И не за счет, допустим, государственной атомной энергетики. Чем она плохая? Она дешевая. При правильной эксплуатации станций нет никаких проблем для окружающей среды. Но что-то я не помню, чтобы кричали все о том, что давайте будем развивать украинскую атомную энергетику. Напомню, кстати, что господин, который только что выступал, менеджер Ахметова, богатейшего человека, которому принадлежит энергокомплекс Украины весь. Поэтому все складывается, все схлопывается. Вот вам и переживание за экологию. Кому она нужна нафиг, я вас прошу. А что будет с украинскими аграриями, если на полях поставят, например, солнечные панели или новые ветряки? Да не будет никаких украинских аграриев. Давайте успокоимся уже на это. Мы с вами обсуждали тему зерна, и мы с вами обсуждали тему земли. Мы с вами говорили о том, что... Уже не мы с вами, по-моему, приводили в пример выводы Оклендского университета о том, куда идет земельная
форма и кому скоро по этой задумке будет принадлежать украинская земля. Поэтому я думаю, они там выберут у себя или между собой те куски земли, где они разбросят ветряки, а на ветряки будем сбрасываться потом по итогу мы с вами. Да? Цену на электроэнергию подняли. Нам же сказали, что это нужно сделать, потому что энергоструктура. Интересно, а как это? 2 миллиарда почти долларов на ее собирание этой энергоструктуры. А как она теперь опять у вас разрушена? Почему мы еще должны платить? Это извечная тема. Есть фильм «Сказка» голливудский с Джулией Робертс про Белоснежку. И там она говорит, надо поднять налоги. Но народ голодает. Прояви фантазию, Брайтон. Скажи подданным, мол, мясо – это хлеб, мало – это много, бла-бла-бла. Уболтай их. Новая подать? Проследите, чтобы никаких недоимок. Куда она деньги девает? На оборону. А чё? Надо ли напоминать вам, в какой мы все опасности? Он говорит О чудовищах. Темные силы таятся в наших лесах, но пока они не обглодали ваши кости, потому что наши налоги идут во благо. Завтра заеду за деньгами. Все старо как мир. Здесь то же самое. Подняли цену на электроэнергию в 2 раза. Подняли сейчас цену на воду. В чем проблема? Зачем? Люди что, богаче стали в Украине? Да нет, нет. Просто те, кто недавно из-за войны потерял свои заводы, хотят компенсировать это в деньгах, потери. И все просто. Вот, не надо здесь хитрые формулы патриотические искать. Компенсировать в деньгах. А как можно компенсировать? Состричь шерсть оставшихся